Сегодня вас ждут грустные девичьи песни. Познакомлю вас с Луной, Мирель, Берри Трейл. Ну что, поехали! Луна – самая грустная русскоязычная певица в плане песен и, наверное, самая популярная из сегодняшнего списка. Возможно, вы уже знаете о ней, но я все же надеюсь, что есть еще те люди, кто о ней ничего не слышал. Так вот, Луна, которая Кристина Герасимова, не так давно появилась на наших музыкальных радарах. В 2016 году она выпускает свой первый альбом под названием «Магниты», в котором уже появился первый хит и дал ей скачок популярности. Песня под названием «Бутылочка». Первая песня, с которой я познакомился у нее, из первых нот меня начинает наполнять печаль и сразу же утоляться. Начиная от музыки и заканчивая вокалом, уносит тебя куда-то далеко вглубь своих эмоций. После такого всплеска мне захотелось узнать, что еще может дать нам украинская исполнительница. В этом же альбоме появляется отличная песня под названием «Лютики». Такой неспешный темп, транс-аранжировка, снова вокал. Все это удерживает твое внимание и не отпускает. Не самая популярная из ее песен, но не менее приятная. Луна была замужем за Юрием Бардашом или Бардашем, я точно не знаю, как правильно. Так вот, он был продюсером группы «Грибы», возможно, вы знаете тоже о ней. И он же и вывел на сцену Кристину. Создал ее образ и псевдоним «Луна». У нее есть еще один хит из мини-альбома под названием «Грустный дэнс» с аналогичным названием трека. До сих пор является одним из моих фаворитов. Считаю это заслуженно, ведь в первый день релиза эта песня получила первое место в iTunes Украины и второе в России. Запомнилась мне эта песня, скорее всего, из-за очень простых слов и приятной музыки. Не знаю, как у нее получается создавать такую магическую музыку, но меня снова зацепило и не отпускает. Еще один из моих фаворитов, скорее всего, по большей части из-за клипа, песня «Джукбокс». Эти зеленые поля, эффект калейдоскопа, блики. Да и сама песня стала чуть другой. Что ли, меньше грусти стало в ее словах. Если кто не знал, то Кристина не только у нас певица, автор песен, музыкант, но еще и фотограф и модель. В разные периоды жизни она занималась разными родами деятельности. Можно сказать, разносторонняя личность. Ну и самый мой любимый трек – это «Золотые лепестки». Золотые лепестки яркого безумия. У этого трека есть две версии клипа, и когда я смотрел первую версию, мне не особо запомнилась и песня, и клип. Я все понимал, что происходит в клипе, но осадочек оставался неприятный. Вторая версия клипа «Бомба». Она идет со сноской Female Trip. Он действительно будет поприятнее в восприятии. Он яркий, теплый и с изюминкой. В плане музыки очень зашел второй дроп. Вот прям за душу берет.
Если бы он не включился на радио, где обычно такие треки вообще не играют, то, скорее всего, я бы вообще не обратил на него внимания. У Луны не так много песен, но достаточно для того, чтобы рассказывать о них очень долго. Рекомендую ознакомиться и с другими ее треками, ведь певица она шикарная. Золотые лепестки. Мирель, свежая кровь на российской сцене, тоже поет грустные песни, но нет. Все же в ее словах присутствует немного надежды. Хотя мотивы чуть за чертой печали. Настоящее имя Мирель – Ева Гурари. У Евы действительно долгий путь, который продолжается и до сих пор. Она сама пишет песни, создает аранжировки. И видно, что человек развивается. И с каждым разом у нее становится все лучше и лучше. И первый хит, который меня поразил – «Если бы любовь была». Тогда я еще не понимал, кто это и как это попало мне в реки ВКонтакте. Кто-нибудь вообще еще сидит ВКонтакте? Если да, то пишите в комментарии. Если бы любовь была, с поцелуем расцвела, на глазах не слеза, ночью полная луна. Снова зацепились слова, легкие к запоминанию, ненавязчивая музыка и такой приятный вайб каких-то блесток на ветру. До сих пор это остается самой популярной песней, если считать по просмотрам на YouTube. Как вы думаете, где вы еще могли ее слышать? Она пела в группе «Мы». Мне придется убить тебя, ведь только так я буду знать точно. Группа в составе Евы просуществовала где-то около 2 лет. После чего она отправилась в сольное путешествие. Самая свежая на сегодняшний день композиция «Нечего сказать». Мне нечего сказать, у меня нет слов. Все, что звучало правдой, теперь сон. Проснись. Сразу видно, что девочка прокачалась в плане музыки. Стала более сложной какой-то, чуть жестче. И именно поэтому она попала в мои фавориты. Мне нечего сказать, у меня нет слов. Мне нечего сказать, у меня нет слов. Следующий трек – двухсторонняя песня под названием «Я сила». В ней сочетаются как мажорные, так и минорные нотки. Очень напоминает мне по пению уже упомянутую Луну. Иду дело, но не у меня. Очень дурашливый клип, такой светлый, добрый. А припев этой песни завораживающий, легкий, душистый. Я сила, я красива, я сила, я красива, я сила, я красива. Ева родилась в России, но позже вместе с родителями она перебралась в Израиль. У нее была не такая уж и свободная жизнь там, она отдохнуть могла только в шаббат. Было время, хотела отслужить в израильской армии, по ее словам, там действительно очень хорошо с этим. Знает 3 языка, русский, английский и иврит. Сама научилась писать музыку на ютубе. В общем, тоже разносторонняя личность. Ну и самый хит для меня – это эстетика грустных людей. Делаю из чувств искусства все, что мне от тебя нужно. Песня была спродюсирована группой Крем Сода. Это действительно можно услышать по некоторым ноткам, но сама песня о жизни Мирель. Нечаянно мы прятали любовь. Эти цвета, конфетно-розово-бирюзовые, эффект параллакс, световая призма. После просмотра мне тоже так захотелось сделать. Эстетика грустных людей. На землю падали, смотрели только в небо, ну а как? Ну а песня такая милая, легкий музончик. Сразу видно, что Крем Сода хорошо подобрали ноты. Просто волшебная песня. Такого не было, и вот опять, наверное, нужно просыпаться скорей. Эстетика грустных людей.
Можно сказать, что у Мирель сейчас вторая волна популярности. Она развивается, создает коллаборации с различными музыкантами. И мне кажется, у нее отличное будущее. Переходите к ней на YouTube-канал, там есть что послушать. Berry Trail – удивительно печальный проект, который просуществовал всего один альбом. Никогда такого не было, чтобы мне нравились все песни из альбома. На данный момент это удалось совершить только Berry Trail. Все это заслуги ныне известной личности, как Тося Чайкина. Она сама пишет песни и музыку в том числе. Музыка у нее в крови с самого детства. Спасибо за это родственникам, которые также плотно связаны с музыкой. Надеюсь, когда я включу одну из ее песен, вы также разомлеете, как и я в свое время. Очень сложно выбрать какую-то одну композицию, но пускай это будет «Ты». Все, начиная от музыки, голоса, звуков, обволакивает тебя своей холодной теплотой. Я просто даже не знаю, что сказать. Эта песня говорит сама за себя. Возможно, никто никогда и не слышал об этом проекте, поэтому я хочу для вас его открыть, так сказать, просветить. У Тоси Чайкиной было много проектов, где она сама сочиняла песни и писала музыку. Первый проект назывался «Море облаков». Как по мне, это очень классное название. Сначала это был дуэт, но со временем он разросся до трио. К сожалению, он просуществовал не так уж и долго, где-то около 2 лет. Затем был проект под названием «Тося Чай» с одним альбомом. Затем «Inner Tones» тоже с одним альбомом. Она выступала на бэк-вокале во многих разных группах. Ну и на данный момент она выступает под именем Тося Чайкина. Трек «Вечность», как и название самого альбома. Первые звуки вызывают приятную ностальгию по родному городу. Пение птиц, спокойствие, какие-то странные чувства. Думаю, тут и так понятно, о чем поется в песне. Но тут это подается не как что-то ужасающее, а с каким-то приятным налетом умиротворения. Чем-то даже напоминает Soviet Wave, о котором я хочу сделать отдельный выпуск. Если ты тоже хочешь, нажми лайк, чтобы я точно понял. На самом деле у Тоси Чайкиной профессионально поставленный вокал. Она может исполнять различные оперные партии. Она может исполнять песни как и Эми Уайнхаус, так и церковную Аве Марию. Мощная в своей эмоциональности песня под названием «Не уезжай». В большей степени тут берут за душу слова, которые так или иначе связаны с моим прошлым. Многие после прослушивания могут сказать, что это очень грустная музыка и может вызвать даже паничку, но не у меня. По крайней мере, кто-то из знакомых мне такое говорил. Лучше всего, если бы вы все сами прослушали, если, конечно, вам такая музыка близка. Все ссылки я оставлю в описании. Это невероятно чувственный альбом, который останется у меня в сердечке навсегда.
Спасибо большое, что досмотрел до самого конца. Если тебе понравилось, то поставь, пожалуйста, большой палец вверх. Ты мне очень поможешь таким образом. И подписывайся на Инстаграм, Телеграм, канал. У меня там много всего интересного. И пока!